Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Геоэнергетика Инфо». Я Борис Марцинкевич. И сегодня мы вдвоем с Александром Фроловым попробуем вместе понять, что означает указ президента Российской Федерации номер 172 от 31 марта сего года. Приветствую, Александр. Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Будем разбираться, Основных мотивов по этому поводу как бы одновременно то ли два, то ли три. С одной стороны, есть мнение, что теперь газ продается в рублях. С другой стороны, есть мнение, что мы продаем его опять не в рублях. Мы не дожали Европу, надо было ее дожать, чтобы Европа сняла с нас все санкции и продавала нам товары за рубли, а вот за эти рубли покупала газ. Значит, наша правительство не знает, как себя вести, поступило неправильно, не посоветовавшись с аналитиками. Да, возникло несколько таких ключевых. Я думаю, действительно, объяснять, просто пересказывая указ, не имеет смысла. Возникли некоторые возражения, касающиеся этого указа, возникли некоторые сомнения. Вот мы постараемся, наверное, проработать эти возражения, сомнения и объяснить, почему, вот, на наш взгляд, сформирован новый порядок оплаты так, как он сформирован. Во-первых, действительно, я не совсем понимаю, что хотели видеть наши сограждане, когда им анонсировали перевод на рубли, но был ряд возражений, касающихся того, что, а как же, это же получается, они все равно будут платить в евро. И здесь нашим гражданам вторит тот же самый Хер. Как это правильно по-немецки? Гер или Хер? Вот давайте уточним. Ты имеешь в виду Адольфа Шольца? Не суть важно, как его зовут. Главное, что мы к нему вежливо обращаемся на немецком языке. Так вот, он также сказал, что я посмотрел, почитал, а получается, мы платим в евро. Да, замечательно, это действительно так, вы платите в евро. Но есть ряд изменений. Раньше евро поступали на счет «Газпрома», точнее его дочернего предприятия, и оттуда уже осуществлялась различного рода деятельность, включая оплату в евро различного рода товаров и услуг на территории Европейского Союза. Разумеется, удобнее было, пока мы соблюдали добрососедские отношения, точнее, с нами соблюдали добрососедские отношения, это было достаточно удобно. 80% полученной чистой выручки конвертировалось в рубли и, собственно говоря, поддерживала таким образом и стабильность национальной валюты, и попадала, собственно говоря, в российскую экономику. Я несколько утрирую эту ситуацию, чтобы подчеркнуть следующее, что вокруг этого довода тоже есть возражения, мы к нему придем чуть позже. Точнее, вокруг этого обстоятельства есть тоже некоторые возражения, и мы к нему чуть позже придем. Для начала скажем, чем принципиально эта схема отличается. Теперь покупатель должен открыть два счета. Первый счет валютный, куда он, скорее всего, в евро. Эти евро с этого счета отправляются на биржу, на московскую биржу, где они конвертируются в рубль. Оттуда они попадают на второй открытый покупателем счет, рублевый. И вот с этого рублевого счета идет уже оплата «Газпрому» за поставленный газ. Принципиально мало что меняется, действительно. Сумма, которая прописана, точнее, сумма, которая следует из формулы цены, прописанной в контракте, перечисляется на валютный счет. Просто раньше она перечислялась на счет «Газпрома», а теперь на счет покупателя. И дальше покупатель конвертирует, получает рубли, и эти рубли отдает. То есть появилось, по сути, два, а по-хорошему даже, если сказать, то три дополнительных звена. Эти дополнительные звенья решают сразу несколько задач. Во-первых, у нас восстанавливается стабильный поток валюты на внутренний рынок. Здесь как раз вот есть возражение. Но раньше ведь 80% шло, а теперь, получается, речь только о том, что дополнительные 20% отправят. То есть раньше «Газпром», значит, получал все эти евро, 80% конвертировал в рубли. И, то есть это что же? Это мы бились за оставшиеся 20% и все? Да, друзья мои, и все. И если не считать того, что в абсолютных величинах эти 20%, скорее всего, превысят
80% получаемых за некоторые предыдущие годы. Ну, кому это, конечно, интересно, это никому не интересно, понятно, потому что в евро сейчас газ дорожает, исходя, опять же, из того, как сформированы контракты. Они опираются на некие индикативы, которые отстоят от настоящего момента за 3 месяца или за 6 месяцев. Соответственно, после стокгольмского арбитража лаг стал 3 месяца, за исключением стран, которые не очень хорошо поняли, что произошло в Стокгольме, я имею в виду Турцию. Упомянем. То есть, да, действительно, 20%, и они вся эта сумма, все 100% попадают сразу на внутренний рынок, все 100% попадают на московскую биржу. Таким образом восстанавливается поток валюты. И таким образом, самое главное, наверное, сейчас, исключается возможность, что эти деньги где-нибудь зависнут. Ну вот не дойдут до получателя внутри Российской Федерации. Учитывая попытки наших друзей арестовывать различного рода имущество, угрозы национализации и прочее, ну мы же не можем игнорировать подобного рода высказывания. На мой взгляд, нет, нельзя. Если вам обещают открутить голову, поверьте этому человеку. Не надо думать, что он шутит. И если вот наши немецкие друзья и прочие друзья говорят, что собираются открутить голову, давайте им поверим и будем исходить из того, что они действительно собираются это сделать. Тем более, что таковы традиции Дикого Запада, где феодал любил выскочить на дорогу и ограбить караван. Да. А учитывая, что мы как раз в данном случае и везем, осуществляем вот эти караванные перевозки, то мы и будем теми караванами, которые попытаются грабить. Мы этого не хотим. И мы эту ситуацию пытаемся не допустить. То есть давайте еще раз зафиксируем. Речь об увеличении в абсолютных показателях поставок валюты. Речь о надежности этих поставок. И речь о том, что, в принципе, данная схема позволяет еще больше укрепить рубль. Да, напрямую, и это тоже есть возражение, что, получается, рубль не стал валютой международной торговли. Да. Формально, да. А по сути он стал валютой международной торговли. Здесь какой момент? Сам по себе предложенный... Александр, я просто усугублю. «Газпромбанк» на своем сайте разместил информацию о результатах своей деятельности за первый квартал года, просто чтобы твою фразу «абсолютные цифры», чтобы она была более-менее понятна. По опубликованным данным, «Газпром» за первые 3 квартала поставил в дальнее зарубежье 13,8 миллиардов кубометров газа. Если из этих цифр убрать поставки в Китай и в ту же Турцию вместе с Сербией, то получается, с учетом той цены, которую можно получить на основании данных Федеральной таможенной службы за январь 2022 года, $865 при поставках в Европу за 1000 кубометров, то получается, что если брать 90 дней, то сутки работы «Газпрома» – это поступление валюты в объеме 333 миллиона долларов США. Скромная сумма, абсолютно ни на что, конечно, не влияющая. Ну, мы все прекрасно понимаем. Это я к тому, что вот все крики, что надо было стукнуть кулаком по столу, прекратить поставки. Если человек, который желает стучать кулаком, имеет в кармане 333 миллиона на каждый день, то может стучать с утра до вечера. Я не против. Ну, тут начинают возражать, что а это все получит Дерипаска, это все получит Абрамович, которые не имеют к этому бизнесу никакого отношения. Но еще и Ротенберг, нельзя забывать про него. Да. Нет, при всей нашей, в общем, несколько сомнительном отношении к господину Дерипаске, к господину Абрамовичу, но данный вид операции, что самое важное, к ним не имеет никакого отношения. То есть это компания с государственным участием, во главе которой стоит не олигарх, вот кто бы что не думал, но во главе наших нефтегазовых компаний государственных стоят наемные менеджеры. Эти наемные менеджеры – это просто вот наемные менеджеры. Вот, ладно, это мы сейчас далеко уйдем, не суть важно. Это все важно другое. Самое главное здесь следующее, что выстраиваемая сейчас система действительно не делает формально рубль
валютой международной торговли, но по факту он таковым становится. И другие страны, другие компании из других стран, когда они придут в следующий раз к нам заключать контракты, по любому поводу, по любым услугам, товарам, неважно, им уже можно будет предложить вот такой механизм. Работающий, отлаженный. То есть понятно, что у этого механизма могут быть какие-то вот недочеты, притом связанные не с самим механизмом, а с теми политическими обстоятельствами, которые сейчас вокруг торговли газом, вокруг российской экономики образовались. Ну, например, вот пошли дальше сообщения о том, что, вы понимаете, Shell ведь, скорее всего, не сможет оплачивать газ по предложенной схеме, потому что Газпромбанк подпал под санкции Великобритании. Ну, что поделать? И тут мы приходим, наверное, к главной мысли, которую по этому всему поводу мне бы хотелось сказать. Не единственное, но главное. Смотрите, если до подписания этого указа в гляделке, условно говоря, играло руководство России и руководители стран Европы, Европейского Союза, Великобритании и прочих примкнувших, то после подписания этого указа в гляделке начали играть компании, у которых с «Газпромом» подписаны контракты. Потому как каждый из них прекрасно понимает, что либо они все отказываются от закупок газа, это приводит к страшному кризису, о чем благополучно всем сообщили руководители БАСФ, руководители профсоюза химиков, энергетиков и там еще ряда примкнувших отраслей и так далее. Но на этот кризис, наверное, могут пойти эти компании, теоретически, учитывая, что можно будет скинуть вину за этот кризис на Россию. То есть не мы виноваты, виновата Россия. Но идти тогда надо всем вместе, потому что если хотя бы одна компания включается в этот процесс, то вы понимаете, какая история? Остальным компаниям неоткуда взять эти объемы газа, которые у них окажутся выпадающими. И можно сколько угодно говорить о том, что они пойдут в суд, они все отсудят. Но это будет потом. Это будет через год, 2, 3. А сейчас речь идет о том, что экономика той же Германии сыпется в данный момент. О том, что экономика Европейского Союза при данных ценах на энергоносители, не сказать трещит по швам, но такого испытания она еще не проходила, наверное, со времен действительно Второй мировой войны. И вот в этих условиях у одной компании газ будет, притом ей смогут, наверное, я предполагаю, поставить дополнительные объемы газа, которые она сможет поставить потребителям в Европейском Союзе. Опять же, я, безусловно, утрирую, мы здесь не учитываем ряд обстоятельств, что компании работают на этом рынке, и поставки на другие там сопряжены с рядом процедур, которые необходимо пройти. Мы опускаем эти моменты как несущественные по одной простой причине, что в данный момент для этих компаний, для нефтегазовых, энергетических компаний Европейского Союза это все не важно. Как только одна из них идет по этому пути, все остальные тоже ломанутся. Ну а кто не ломанется, тот окажется просто проигравшим в конкурентной борьбе. Потому как у них газ будет, у тех, кто придет, а у нее не будет. И по-моему, Shell тут уже определили в проигравшие. Другой момент, что, может быть, британское руководство даст какие-нибудь исключения для Газпромбанка, что, все-таки можно будет открывать там какие-то счета, но это вопрос уже к руководству Великобритании. Оно очень-очень принципиальное. Так, Александр, еще один момент. Я понимаю, что ты живешь в столице, а мы здесь в маленьком городке, и у меня как-то все будет проще. Есть некая компания, покупавшая у России газ, поставлявшая его своим потребителям. А в том случае, если Россия выдвигает неподъемные требования, покупать исключительно в рублях, ни про какие евро, никаких спецсчетов, плати рубли и все. Своим потребителям, которым эта компания газ уже не поставит, она сможет объяснить, виновата Россия. А при тех условиях, которые есть сейчас, как будет объяснять компания, которая не желает покупать газ и тем самым не сможет выполнять свои обязательства перед своими покупателями в Европе? А почему у тебя нет газа? У тебя есть? Я защищаю свободу. Я защищаю свободу. Да, но в контракте про свободу не написано. В контракте написано количество кубометров
против моих денег, я не вижу кубометров, плати штраф. Без геополитики ты мне должен поставить газ, ты газ не поставил. У тебя есть причина какая-то? Форс-мажор какой-то есть? Нету форс-мажора. Плати. И вот на микроуровне, вот компания, ну, я не знаю, там, Юнипер должна поставлять газ на электростанции. Не поставляет. Почему? Почему? Ну, я не захотел идти в Газпромбанк, открывать 2 счета. Меня это не касается. Вот контракт, где газ? Нет газа, штраф. Ну, это так. Это замечание верное, тем более оно добавляет вот красок в эту картину, и, хотя принципиально ее не меняет. Но, с другой стороны, действительно. То есть, вот есть макроуровень, есть микроуровень. Ты газовая компания, которая мне, европейская компания, отказалась поставлять газ по непонятным для меня причинам. Мы можем сказать, что судебные разбирательства будут не только в сторону «Газпрома», но и в сторону поставщиков. Я здесь еще замечу, что вот я подсмотрю шпаргалку, что со ссылкой на подсчеты Интерфакса, а им в данной ситуации можно более чем доверять, идет следующее, что цена экспортных контрактов «Газпрома» вырастет на 50% в апреле. Большинство контрактов используют биржевой индекс, тут поясняют, на месяц вперед. В марте его значение было около $930 за 1000 кубометров. В апреле он увеличится примерно до $1400. Это для понимания, года 2 назад цена в $140 была, приемлема, нормально, можно работать. Это вот к вопросу, опять же, о том, что 20%, всего-то жалкие 20%, друзья мои, эти жалкие 20%, еще раз, вот возвращаемся к этому моменту, это больше, чем за отдельные периоды времени 80% было. Из-за того, что цены растут. А цены снижаться в ближайшее время не собираются, это во-первых. А во-вторых, учитывая временной лаг, даже если завтра цены на газ в Европе начнут падать по какому-то волшебному образу, по какой-то волшебной причине, то цены на российский газ сохранятся на высоком уровне как минимум еще 3 месяца. Тот самый квартал. Да. Вот, собственно говоря, это по поводу возражения о том, что ничего принципиально не изменилось. Для чего такая схема? Наверное, стоит еще добавить, что эта схема, на мой личный взгляд, была сделана максимально комфортной, в том числе для покупателей. Ведь компании-покупатели, в отличие от стран, в которых они прописаны, недружественными нам не являются. Эти компании-покупатели продолжают покупать, эти компании-покупатели продолжают, многие из них, продолжают реализовывать ряд совместных проектов, так вот, прикрываясь рукой, нас не видно, все нормально, все хорошо. Некоторые из них полууходники. Да. Те самые полууходники. Вот, и некоторые из них работают по знаменитому принципу, господи, как он? Пуяна. Принцип Пуяна. Вот. Если я уйду с российского рынка, все мои акции достанутся Путину. Да. Всем можно посмотреть замечательную сценку. Владимир Владимирович Путин захватывает все акции компании «Тоталь» из предыдущих видео. Обязательно посмотрите. Где-нибудь тут, наверное, поставят ссылку. Так вот, мы возвращаемся к этой теме. То есть эти компании, мы к ним, по крайней мере, стараемся относиться как к дружественным. Опять же, я понимаю вот это вот желание. А давайте мы им газ отключим. Давайте пусть они замерзнут. Давайте им будет плохо. Хорошо, им будет плохо. Вот, безусловно, если мы отключим газ, там будет не просто плохо. Я отошлю сейчас к известной сцене из фильма «О чем говорят мужчины», когда они там перекрикивались между номерами, и один кричал: «Это не кризис, это...» Вот это то, что не кризис, там и произойдет. друзья мои. То есть ты имеешь в виду, что больше всего ценилась Пушнина толстой полярной инвестиции? Да. Он мне говорит: я не толстый, полный. Зачем толстый? Что вообще за, как это, фэтшейминг, по-моему, так у наших западных партнеров это называется. Так вот, Александр, позволю со своей стороны. Значит, что я вижу? Максимально безопасными стали операции Газпрома, прежде всего, на европейском рынке.
правительств стран Европейского Союза меньше возможности ограбить «Газпром». Первый момент. Второй момент. У нас появился непотопляемый «Газпромбанк», потому что любые санкции против него превращаются в санкции против европейских компаний, покупающих российский газ. Синхронно. То есть вот два момента. Третий момент, на мой взгляд, самый главный, то, что продолжаются поставки, я уверен, что они будут продолжаться. Поступление рублей в нужном количестве для «Газпрома» – это продолжение программы газификации, это продолжение всех тех проектов, которые сейчас ведет «Газпром» на территории России. Напомню, Харасавейское месторождение, окончание строительства «Силы Сибири», Амурский газоперерабатывающий завод, Балтийский газоперерабатывающий завод. Я могу еще долго продолжать, проектов много. На все это нужны средства, и давайте мы им перекроем газ. Напомню, стоит 300 миллионов в сутки долларов, не рублей. Это, я уверен, что руководство нашей страны тоже очень бы хотело просто, если бы это что-то решало, взять и перекрыть газ. Но серьезно, это сделать, ну не то чтобы совсем легко, но это возможно. Но нужно думать все-таки хотя бы на шаг вперед, лучше на 2 шага вперед. Вот мы перекрываем газ, в Европе кризис, и им плохо-плохо. Тут есть возражения, я даже их слышал, что какая нам разница, что там в Европе. Я еще раз напоминаю, это наш крупнейший, по крайней мере, один из крупнейших торговых партнеров. И мы все-таки собираемся жить рядом с ними. География не изменится. Нам жить рядом с ними. Кризис у них там перекинется на нас тут. И лучше для нас, опять же, если экономика Европы будет стабильной, правительства европейских стран будут вменяемы, и мы можем богатеть совместно. Вот как Китай нам предлагает, знаете, давайте все совместно богатеть. Прекрасный лозунг. Надо прислушиваться к этой древней замечательной цивилизации. Кстати, Китай гоняет... Прежде чем до Китая, я хочу напомнить, что выстраивание отношений с Европой, то есть постепенное выстраивание Европы в рынок сбыта начался достаточно давно. Первые поставки российского советского газа – это 1968 год. Мы 50 лет угробили на то, чтобы создать себе этот рынок и захлопнуть дверку, чтобы там все поломалось и сгорело. На мой взгляд, было бы несколько бесхозяйственно как-то. Это дорогие друзья, к тому, что говорят, нам досталось такое наследие, одно предприятие разрушили, второе. Это как раз то наследие, которое нам осталось. Не надо его разрушать. Нужно исходить из того, что нам с этими людьми жить, нам еще торговать, и нам нужно, даже если они пытаются самоубиться, протянуть им руку помощи и самоубиться им не дать. Поэтому данный указ и данная схема предложена таким образом, чтобы сделать ее максимально безболезненной не только для нас, но и для наших покупателей. При том, что для правительств стран, которых эти покупатели представляют, безусловно, данная история от этой истории будет их корежить. Потому что, как так, мы тут все так хорошо сделали, мы и деньги у них украли, и поступление валюты им попытались запретить, а тут такая история. Их будет корежить. Но наша задача не чтобы их корежило, и чтобы там вымирала экономика, а чтобы они пришли в сознание, чтобы создались условия для возврата добрососедских отношений и для усиления в рамках этих отношений Российской Федерации. Еще раз, на мой взгляд, именно из этих обстоятельств исходя и конструируется данная схема. Однако... И чтобы закончить тему, давайте пусть им будет плохо, прерывание поставок на месяц-другой действительно приведет к банкротству целого ряда предприятий на территории Европы. Но это означает, что даже в том случае, если мы договоримся о возобновлении поставок, спрос упадет. Мы сами себе сломаем рынок. Здесь есть стандартное возражение, что надо внутренний рынок развивать. Так кто ж возражает-то, ребят? Надо внутренний рынок развивать, безусловно. Что характерно, его развивают. Газификация идет, опять же, тут наверняка в комментариях появится кто-нибудь, кто скажет, конкретно в моей деревне до сих пор не проложен газопровод, это плохо. Но объективные данные таковы, что к 1991 году газификация РСФСР была
порядка 48-50%, на данный момент это более 72%. Целевой показатель 83%. У нас есть ряд регионов, которые, скажем, в будущем еще можно будет централизованно газифицировать трубопроводным транспортом, но на данный момент технически это невозможно. Я бы еще вскользь заметил, что все стоны, что в наш район, в нашу деревню не привели газ, и это Миллер с Путиным во всем виноваты, задать такой странный вопрос. А при советской власти газификация была, ее сейчас не стало? Давайте винить всех подряд. Советская власть вас не газифицировала. Ну и российская не газифицировала. Ну, российская хотя бы пытается напрячься и довести до вас газ. Ругайте всех подряд в традиционном режиме. Александр, я заметил, что мы уже ушли далеко от темы. Вот еще раз к указу номер 172. Вот мое мнение, я не знаю, согласишься или нет, да, решение компромиссное. Это не превращение рубля в конвертируемую валюту. Это не стук кулаком по столу и не попытка нагнуть Европу в некую позу из Камасутры. Для европейских компаний, именно для компаний, не для государств, остаются достаточно комфортные условия с тем, чтобы их, то, что они будут продолжать сотрудничество с Россией, не встретит гневного окрика от их правительств, немножко обезумевших в последнее время. Тем самым мы сохраняем возможность продолжать зарабатывать валюту, которая нам действительно нужна. При этом в максимально безопасный режим работы переходят два достаточно важных для России предприятия – «Газпром» и «Газпромбанк». Вот мое мнение. Это первый момент. Второй момент, я напомню выступление Владимира Путина 23 марта, не 31-го, а именно 23-го, когда он впервые заговорил о поставках наших товаров за рубли. Ситуация с поставками природного газа сопровождалась фразой «начнем с природного газа». Да, да. Я думаю, что если этот шаг пройдет удачно, то позволю себе напомнить, что на этой неделе Российский союз экспортеров зерна обратился к правительству Российской Федерации с просьбой разработать режим работы в рублевых, с рублем в качестве валюты платежа. Совершенно официальное обращение. Будем надеяться, что правительство откликнется на эту просьбу. Ну, будем в целом для понимания. То есть есть еще возражения в стиле, а почему раньше этим не занимались? Но переход на евро – это тоже был важный этап. Сначала вообще была торговля смешанная – доллары и бартер. Потом стали только доллары. И переход с европейскими покупателями на евро был важным этапом, который происходил во второй половине нулевых годов по дедолларизации нашей внешней торговли. Если говорить не только про газ, а про углеводородное сырье в целом, то дедолларизация у нас хорошими темпами идет с 2014 года. Особенно если мы посмотрим на то, какие объемы нефти продаются в Китай, и вспомним о том, что значительная часть этой торговли, значительная часть этой торговли ведется в юанях. Вот. И в целом, завершая, если кому-то интересно посмотреть, я позволю себе немножко рекламы, если кому-то интересно посмотреть прикидки, сколько теоретически мы можем потерять по объемам добычи, по поступлению в госбюджет, можно зайти либо ко мне в Telegram, либо на мой Дзен. Я надеюсь, что ссылки будут где-то в районе описания. И подписывайтесь, я там периодически какие-то эти выкладки, которые помогают какие-то вещи, наверное, прояснить, которые мы можем проговорить слишком быстро. В общем, подписывайтесь, надеюсь, вам будет интересно. Вот. Завершая высказывание о моем отношении к этому указу, указ максимально корректно составлен. Максимально корректно составлен и к нашей стороне, и к той стороне. И на данный момент есть 3,5 страны, которых этот указ не касается. Это Китай, это Турция, это Сербия. Братья сербы. И есть, скажем так, одна страна, которая относится к недружественным,
но которая уже высказала особую позицию в этом отношении, даже на государственном уровне. Это вышеупомянутая Венгрия. То есть Стоп. здесь уже... Ты позволил себе забыть Молдавию. Молдавия у нас входит в список недружественных? Я вот что-то как-то я пропустил этот момент. Не входит. Ну, тогда все, Молдавия. Слушайте, давайте вот они стараются, чтобы на них не обращали сейчас внимания. Ну, давайте вот уважим людей и не будем. Но, да, Молдавия... Я замечу, что они, во-первых, Молдова газ сразу сказал, что он готов работать как в евро, так и в рублях. И в последний день ушедшей недели президент страны, госпожа Санду, сообщила, что Молдавия в российско-украинском конфликте придерживается нейтралитета и не будет присоединяться ни к каким санкциям по отношению к России. Да, поясню, почему не взял Молдавию, потому что брал условно-западное направление, как дальнее зарубежье. Молдавия пока у нас к дальнему зарубежью мы не будем относить. Все-таки... Ладно, смех смехом. В общем, дорогие друзья, когда мы можем увидеть результат этого всего? Результат этого всего мы с вами можем увидеть, начиная с середины апреля и фактически до начала лета. По каким-то контрактам, возможно, выплаты должны будут быть уже летом. К сожалению, мы с вами не знаем текстов этих контрактов, поэтому можем опираться только на некие общие положения. Но начиная с середины апреля можно уже пристально смотреть на наших европейских партнеров и смотреть, как они там, чешутся ли они, открывают ли счета и так далее. И ждать новостей от «Газпромбанка». Не исключено, что он сообщит нам все быстрее, чем многие другие. Ну, вот первое впечатление от указа номер 172 на самом деле вот такое. То, что никакой реакции на него сейчас нет, это тоже совершенно очевидно, потому что только 1 апреля «Газпром» сообщил о том, что он в соответствии с этим указом начал рассылку документов своим компаниям-партнерам. Разумеется, за субботу и воскресенье никто из этих партнеров реагировать не стал. Так что ждем наступающую неделю и будем рассчитывать на то, что к 15 апреля какие-то первые результаты будут уже очевидны. Да, будем надеяться, что партнеры просто валяются в невменяемом состоянии с криками «Ой, пронесло!». Вот. Ну да, завершим на этой оптимистической ноте, посмотрим, насколько наш оптимизм оправдан. Увидеть это мы сможем уже довольно скоро. Ну и вы вместе с нами это тоже увидите, а мы потом это все еще откомментируем, как оно там пойдет дальше. Будем ждать новостей. Спасибо, Александр, за участие. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Всего хорошего.